Друзья, всем привет! Вы на канале Братья Яковлевы, и сегодня к нам в руки попало эксклюзивное интервью с солдатом Вооруженных сил Российской Федерации от нашего источника, который в России. Это интервью было записано, правда, в прошлом году, но оно отлично иллюстрирует то, какой пипец происходит в российской армии. Про этнические банды, про грабеж, про покупку себе самому формы, про дедовщину и так далее и тому подобное. Поэтому посмотрите, пожалуйста, видео, вам оно, я уверен, зайдет. Также поставьте лайк, комментарий, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Я думаю, вам будет интересно, так как интересно было мне и моему брату, когда мы с ним ознакомливались. Приятного просмотра. Добрый день. Добрый. Как вас представить? Да. Вы, как я понимаю, служите в российской армии, Да, по контракту. так точно. Да? По контракту, то есть за деньги. Так точно. Вы профессиональный военный, получается. Точно. Как давно вы уже контрактник? 4 года. То есть вы уже 4 года служите по контракту. Да? Если не секрет, там, как у вас там с денежным довольствием стоит, там, довольны, недовольны результатом? Ну, раньше, когда пришел только на службу, получал копейки, сейчас чуть-чуть поднялось. А вот можно как-то там перевести вот, чуть копейки? Ну, 28 получал, да? да, сейчас 36. 36. Ну, вот как вы сами считаете, это достойная оплата для вашей работы? Ну, смотря как. Если работаешь, бывает, без выходных, то недостойно это как бы, ну, работаешь. Смотря какие, все в зависимости от задач. А в чем вообще заключается служба контрактника? Вот что вы делаете? Вот вы пришли вот, в армию, вам там дали, я так понимаю, не знаю, автомат там или что? Вот, как это вообще выглядит? Нет. Для тех, кто подумывает вот о такой. Ну, во-первых, приходишь, сначала ты служишь срочную службу. Ага. Срочная служба. После этого ты идешь на контракт, проходишь медкомиссию специально для военнослужащих по контракту, сдаешь физическую подготовку, проверяют твои возможности психологические, уравновешенности, на наркоманию, на уголовной ответственности. Потом тебя вносят в штат войсковой части. Там присваивают, сначала тебе дают должность, назначают тебя на эту должность. Смотря какая должность, все зависит, либо рядовая должность, либо сержантская должность. Ну вот у вас сержантская, то есть вот в чем у меня служба заключается? Ну, сержантская должность, у меня командный состав, личные военнослужащие, команда, подразделение мое. Ну и как бы... Ну звучит как непыльная работа, командующий. Нет, почему? А что? Я не могу доверить военнослужащим то, что могу сделать сам. Я иду и делаю это сам. Например? Потому что если их ударить током, убьет, то, во-первых, у них нет допуска. Во-вторых, их может ударить током, я буду нести за это ответственность. Но мне это не надо, чтобы у меня... А ваше подразделение как-то связано с электрикой? Да, есть моменты, которые связаны с электрикой. Да? Есть такие, да. То есть что-то приходится своими руками делать? Да, своими руками надо что-то делать. Что-то с личным составом вместе. Что-то бывает оставаться там одному на сутки, чего-то делать, на двое суток. Разные моменты бывают. Все в зависимости от задачи. Вот вы живете с бойцами в казарме или как это организовано? Я дома живу. Живете дома у себя, просто приходите на службу как на работу. Да, как офицер. Да, так точно, да. И работа у вас, 8 часов в день. Да. Ну, то есть там приходится перерабатывать как-то там. Да, приходится перерабатывать. Насколько часто? В основном часто. Часто, да? Да. Каждую неделю. Да. И как за это доплачивать? Нет, не доплачивали, конечно. Да, вообще, по идее, должны предоставлять отпуски. Не отпуски, а отгул на следующий день. Ты пишешь, должны вести часы переработки, но они не ведутся. Они не ведутся, да, за этим что-то. А вы пробовали как-то добиться своих прав? То есть прав ты не добьешься потому что ты начнешь писать рапорта, тебе будут втыкать палки в колеса по службе и будет еще хуже. То есть есть какие-то способы вас наказать, как бы законно, но по сути за то, что вы свои права защищаете. Да. А каким образом вообще это возможно? Какие есть механизмы на вас надавить? Как надавить? Тебя могут усвоить наряд, ты будешь через сутки заступать наряд. Если не уступишь, сам себе сдавать наряд ты можешь. А это разве по закону, это правильно? Нет. То есть это вне законности? Да. А обжаловать его, если? Сначала приказ выполняется, потом обжалуется. А, вот так. Да, потом они обжалуются. И если даже вы его обжалуете, вам это в принципе ничего не даст? Это ничего не даст, только еще хуже сделает. То есть придумать что-нибудь другое. Да.
приказ отменят, а вы уже отстояли в наряде. Да. Что? Ну вот, вы, допустим, вы в наряде постояли, да, до 4 часов вечера, а в 5 часов вам снятся, вас снимают с наряда, ты заново опять заступаешь. Все. А так это законно все. Ты ни до чего тут не докопаешься. Тебе сняли с наряда, ты опять заступаешь в наряд, все. То есть так даже можно делать? Да. Там сняли, снова заступили, да. И по сути вы будете сколько часов в день? Ну, сутки, 5 сутки, да. То есть сутки, еще сутки, да. Еще сутки. Ну если снимают, то еще сутки, да. Как интересно. А снимают за какую-то провинность? Да, это как бы за провинность. Например, за что? Например, если пошел, да, офицер какой-нибудь там, вышестоящий, ну, в штабе управления. Прошел офицер, ты встал, воинское приветствие мне дал, все тебе сняли. А хотя это, ну, на это вообще никто внимания, по сути, не обращает. А снимают. А, ну, если надо, то тебе снимут. То начинают выискивать такие мелочи, которые обычно считаются несущественными. Вот поставлена задача снять и найдут только почему. Да, там, как-нибудь там ремень неправильно начищен, да, там, подворотничок не так подшит немножко, там криво, там, да? Да. Найдут и снимут тебя. За необрядный вид, еще зачем-нибудь. Понятно. Да, тяжелая ситуация. И вы хотели рассказать о том, что есть какие-то неуставные взаимоотношения в плане финансовых моментов, да, то есть что доходят там до, и как я понимаю, ну, как я понял, да, это разговор, что есть какие-то случаи прямо помогательства денег одних бойцов, других бойцов. Ну да, есть такое. Вот. То есть вы можете об этой практике рассказать, что-то, как это вообще? Ну, смотря какие, все зависит от рот войск и от войсковой части. Если часть маленькая, то так такового этого нет, ну, в расширенной форме. Маленькая часть это вот сколько? Ну, примерно человек, 400, 500. То есть там такого особо нет? Да, там есть, там бойцы там за наряды друг друга покупают, чтобы там встать, чтобы дневальным не стоять, там на КПП, прайке, там продают друг другу наряды. Ага. Такое есть, да. А если большие части, как... Ну, это скорее такое мелкое взяточничество. Да. Вот, да, это не вымогательство. А как пехота, вот, в больших частях, вот, где 2500 человек бригада, там дагестанцы, тувинцы, якуты, буряты начинают делить свою территорию. То есть этнические группировки появляются. Начинают делить свою территорию. Они, получается, как вам правильно это объяснить-то? Вот приходит новое молодое пополнение, они с кем-то там, ну, допустим, бывшим секретарем, избирателями или с кем-то, начинаются конфликты. Допустим, вот сидят на Чепках. На Чепок это военный магазин, который находится на территории войсковой части. Сидят они на Чепках такие и видят то, что зарплата пришла, да, у всех военнослужащих. Сидят, давайте типа сюда деньги. Выключи. Типа давай сюда деньги. Ну и все, бойцу делать, что делать ему ничего не остается, он отдает деньги. Там приходят, также и в посылки приходят, то же самое все забирается. И деньги забираются, и телефоны забираются, продаются, и форма продается, воруется в частях. А вот это как происходит? Во-первых, с кем это происходит? Мы говорим сейчас только о тех, кто по призыву пришел, или с контрактников они тоже пытаются что-то вымогать? Не с контрактников вымогать это тяжело. Ну, можно, да, смотря, все зависит от человека. То есть они не пытаются? Они могут, они видят, что человек слабый, не может за себя постоять, там, или еще что-нибудь, ну, вот такое вот, именно психологическую точку зрения они смотрят человека, какой он есть на самом деле. Если он, как говорится, чапик по-армейски. Как? Чапик. Ну, это лох, по-другому. То они с него пытаются сдать деньги. Даже если он контрактник? Даже если он контрактник. А ну там, если развить эту тему там с прапорщиков, там с офицеров? И было такое, то, что дагестанцы, офицеров, капитанов загоняли на туалеты. Было такое. Что значит загоняли на туалет? Загоняли. Что это такое? Это значит то, что они либо избили, либо еще что-то сделали, примерно, с военнослужащим. Зашкиботину его в туалет закрывают и все. То есть люди, которые пришли в армию, ну, этнические какие-то группировка, люди, состоящие из людей, которые пришли в армию по призыву, да. То есть призывники, да. Они физически воздействовали, скажем так, в том числе даже на младших офицеров, да. Вплоть до капитана. Да, они загоняли на туалеты. И деньги вымогали с них? Ну и деньги вымогали, и в кредиты влазили военнослужащие. А может вот какие-то эти случаи рассказать? Ну и в кредиты влазили военнослужащие.
Как бы, я, ну, как бы, на своих глазах я не видел это, ну, вот, чтобы кредиты влазили в военные случаи, там, и еще что-либо, ну, про это я знаю точно, и про туалеты, про туалеты при мне То есть кредиты влазили, вы имеете в виду, что их заставляли брать вот эти Да. кредиты и Да. отдавать вот эти им группировкам, соответственно. А, ну, какой-то конкретный вот пример может быть такой, ну, который, может быть, вы не видели, понятно, что там нет, но вот между собой вы обсуждаете там какие-то такие вот наиболее вопиющие случаи, вот, если. Ну, какие случаи, могу вам сказать? Ну вот, в основном все проблемы с военнослужащими неславянской внешности. Вот с ними со всеми проблемами. Русские, но они как бы спокойно себя ведут. А мусульмане, коты, буряты, тувинцы, они себя агрессивно ведут. Деньги, ну, бойцов забирают. Так-то у бойцов, по сути, забрать-то нечего, у них 2000 всего лишь, ну, зарплата приходит. Ну, военнослужащих срочная служба, у них 2000 зарплата приходит, они 2000 забирают. Удовольствие денежное. Да, они и форму забирают, продают ее. Ну, там разные моменты такие бывают. Но они, ну, форму продают, это я знаю точно, что не обеспечивается, ну, войска толком. В этой части, ну, примерно определенной части, они не обеспечивают. То есть вы видите, что формы не хватает? Да, ну вот, допустим, вот у меня форма, ну, нормальная, да? А военнослужащий, вот у меня, как бы, знакомый хороший, очень хороший. Я с ним вместе учился в школе. Я стою возле курилки, он смотрит, что у него идет, вот бушлат, вот это вот бушлат, чтобы вы понимали. Вот так вот здесь все проплавлено, все порвано. Я говорю, а что такое? Ну, так вот. То есть ему такое выдали? Да, ему такое выдали, то бишь не обеспечивается. И замок зашитый. И, соответственно, вот, как я понял, то есть вот эти этнические группировки забирают у молодых бойцов нормальную форму, если Да. достается. Да, если И в армии же продают. Да, я же и самой армии. Вот при мне лично был такой момент, мы стоим также все в курилке, стоят, ну, мусульмане, якуты, буряты, русские стоят. Стоит, ну, боец новый, ну, молодые пришли пополнение, еще даже присягу не приняли, они стоят тоже в курилке, у них подходят дагестанцы, банды, забрали пачку сигарет, и у него берет новый, прям новый берет, ни разу как бы, ну, ничего не пользовал, ничего. Он только вот так одел, вот он стоит все. Он подходит, его забирает, ему отдается старый, уже просто, ну, растрепанный, весь драный, и уходит спокойно. Никто ему ничего сказать не может. Ну, два тут. Первый вопрос, да, вот, соответственно, если человек забирает у молодого бойца вот эту одежду и продает ее в армии ЕЖ какому-то другому военнослужащему. Да. Вот тут военнослужащий, которому продают эту форму, он же понимает, что это форма, которая снята была с молодого бойца. Как он, ну, это нормально вообще? Как он себя чувствует, покупая эту форму? Ну, нормально. Понимаешь, что это, по сути, ну, как награбленное продают. Ну, да. Это нормально считается. Ну, да. То есть никаких моральных там... Так он еще продает, в 3 раза больше эту форму продает. В 3 раза больше продает форму эту по цене. То есть дороже, чем... Да. 3 раза больше по сравнению с чем? Ну, вот, к примеру, вот можно, ну, форму купить там, ну, к примеру, себе, если ты захотел на дембель, ну, 1500, да, к примеру, штаны и китель. Ну, если берем летнюю форму, штаны, китель, 1500 штуки, да. А продает он за 10 тысяч, за 15 тысяч. Ну, а зачем тогда покупать, если можно дешевле купить? Ну, ты дешевле ты не купишь. Ты не сможешь купить, в принципе. То есть теоретически оно стоит дешевле, но за эту цену купить невозможно. Да. А почему так? Почему армия, ну, если не обеспечивает солдат, почему хотя бы не продает эту форму там? Ну, потому что не имеет права есть для этого старшина подразделения. Но есть специальные наряды по обеспечению военнослужащего по призыву. Он идет с этим своему командиру. Командир подписывает, идет к заместителю по ТУ. Ну, это военнослужащий, который обеспечивает часть командирования питанием всем подряд. И потом он идет на склад, получает эту форму, а так ты никак не получишь. Ну, если можно получить на складе, то что ты просто ее возьмешь себе по блату, либо купишь также на складе. То есть, ну, опять-таки, чтобы понимать, должны быть какие-то нормативы, да? Вот, ну, что, да, допустим, чтобы получить флаг, положено выдавать раз в сколько лет? 3 года. Раз в 3 года. Да, выдается. Раз в 3 года выдается. Ну, так задача, раз в 3 года, мне кажется, если вот в этом бушлате вы ездите там на полигон, маневры, на полигон, я думаю, что 3 года не факт, что... Ну да, ну вот этому вот бушлату моему 3-й год уже идет. Ну, то есть вы так его аккуратно носите. Ну я да. Но вообще тоже как повезет на самом деле. Ну да, если на полигоне может всякое. Да, порвать там можешь что-нибудь еще с ним сделать. И вот если ты его раньше времени порвешь, это твои проблемы. Да, это твои проблемы, это никого волновать не будет. А какие там еще вот нормативы в плане выдачи? То есть вот бушлат, там, ну, допустим, шапка, там, да. не знаю, там, майку. Раз, ну, вы так можете навскидку, что в какой период? Ну, форма, вот именно вот такая вот форма, вот эта форма,
она выдается раз в 3 года. Берцы раз в 3 года. А нательное белье выдается на год. Да? Ну вот форма, которая не зимняя, а которая вот Летняя то же самое. то же самое. Ну, все то же самое. На год. Да. На год, да? Эти нормативы соблюдаются? Нет. Вот, вот, допустим, если вот вообще как получается, вот так, новую форму выдают только контрактникам, офицерам, прапорщикам. Ну, по сути, мы все контрактники. Мы в ней отходили там сколько-то лет, 3 года мы в ней отходили, ее сдали на склад. Потом опять дается служащим по срочной службе. И пошло это пока она в тряпку не превратится, он будет не ходить. Также и в берцах, и в трусах, и все подряд. То есть в российской армии что ли формы не хватает? Ну, я не знаю, хватает, не Вряд хватает. ли ее гражданским продают. Ну, я не знаю, но формы не хватает, но я вам говорю то, что сначала ходят контрактники, не офицер, потом перейдет бойцам, дает бойцом, другой бойцам, потом она списывается, сначала приходится до 4 категории, ее списывают, после 4 категории ее переводят в 5 категорию, а там еще кто-нибудь там не ходит, в подменку ее превращают, потом ее списывают, пока они не собираются в тряпки, в ней будут ходить. Вот вернемся к этой ситуации с деньгами, да? Вот то, что вы описали, это, ну, как я понимаю, это в крупных частях, то есть Да. плотность, да, больше такое свойственно. И вот в крупных частях через это проходит каждый молодой боец. Насколько это технично вообще? Ну, никак, ну, я говорю, все зависит от человека, какой он морально устойчивый. То есть теоретически можно себе правильно Да, поставить. да, можно. Из вашей практики, да, вот, ну, условно, там, да, вот, допустим, 100 человек призывали, да, сколько из них смогли себе поставить, Да. сколько не смогли? Да. Ну, примерно, Процент, да. если спортсмены, люди, то они, ну, вытянут. Если простые там сидели за компьютерами, то они не вытянут. Я могу сразу вообще нет, никак. То есть без вариантов они будут кому-то дать платить, независимо от того, мы говорим сейчас о условиях срочной службы или даже о контрактниках, они в любом случае будут что-то платить. Ну да, если они ничего сделать не смогут против них, то они будут, да. А что они могут сделать? Ну, также могут собраться банды русских. Мусульмане, там, якуты, братья собираются бандами, ну, и только нападают толпой. А русские, они друг друга раскидывают, ну, они не защищают друг друга. Они как бы вроде брат-брат, а тут что-то случилось, он прогорел, его нету. А те, они все постоянно толпой ходят. То есть я правильно сейчас понял, для того, чтобы туда не платить, основной способ это собрать свою банду. Да, и встать против них. Да, это есть, если один раз дашь отпор им всем, то они к тебе больше подходить не будут. Отпор это как вот драка 1 на 1? Нет, не драка 1 на 1, ну вот они, допустим, вот мы сейчас с вами вдвоем, да, находимся, ну, например, мы с вами вдвоем, как бы вы, по сути, ну, как бы мусульманин, а я русский, к примеру, вы на меня встали, я на вас также рыкнул, вы мне, как бы, ну, все, мы разошлись, да, а вот вы приходите со своей бандой на меня вы рыкнули, все, вы поняли, то, что я слабый, и вам ничего я сделать не смог, вы у меня каждый день все забираете, а если придешь со своей толпой, мне скажут, вот, в принципе, за него есть что постоять, давай сейчас с ними поговорим, может, он даже с нами будет. Вот такой принцип. Ну, то есть, по сути, способ это именно собрать свою банду. Да. Да? И никаких законных способов нет, что ли, вообще? Ну, закон, ну, пехота это и есть пехота. Там, ну, понимаете, 2500 человек, бороться со всем командование не сможет. Это надо с головы части, ну, вот с командира части, это все надо на корню убивать. А как? Ну, допустим, вот военнослужащие там, да, высшего штаба управления приезжают, снимают всех его заместителей, снимают полностью всех, и туда новых людей, своих проверенных, и начинают все это переправлять потихонечку. И пытаться вот это вот этих всех мусульман, всех вот якутов, бурятов, они пытаются и раскидывать их, чтобы их не было топами, по кучкам. Чтобы хотя бы в подразделении 2-3 мусульмана было. То есть нужно принимать решения на уровне командования части. Да. Да, управленческие. А почему вот ту командование части, которая сейчас, если не хочет с этим бороться? Есть какие-то по этому поводу догадки? Ну, потому что, не сможет, она физически не выкинет. А почему Бога тогда выкинет? Ну, когда приходит новый человек, все сразу же, он пытается, во-первых, свое внести туда в часть, свои какие-то поправки. У каждого военнослужащего свои
законы. У кого он учился, где он учился, как он воспитывался, в каком училище военном. Как про офицеров сейчас говорят. Да. Как задавали ему правильно, ну, тактику воспитания, тактику общения с военнослужащими. Все это же, ну... То есть квалификации. Да. У них квалификации не хватает. Да, но не то, что квалификации. Все равно вот управлять 2500 человеком, непонятно кого. Непонятно с какой биографией, с какой психикой. Это очень тяжело. Я понимаю, что это очень тяжело. Но если я правильно понимаю, что то командование, которое есть, оно и особо не хочет, и, да, и не может. И не сможет. В силу того, что каких-то нет навыков. Не то, что навыков, но он просто не сможет. Потому что, во-первых, очень много народу. Раз. Непонятно кого. Два. И есть такие возможности, то что, ну, и кому вот охота ночью выйти, да, и по башке дубины. То есть офицеры сами тоже могут. Они понимают это все, ну, то, все, что происходит, ну, им тяжело все. Им хотят связываться. Да, им, ну, там проблем много будет потом с этим. Еще хуже. А почему тогда вот, на ваш взгляд, новое командование какое-то могло бы решить? Потому что другие люди придут, более смелые. Может быть, смелые люди, да, придут. Может, если вот такое допускается, правильно, сразу часто начинают там, за них начинают браться высшее командование, правильно? Когда берется высшее командование, там уже другие люди приходят. Пытаются управлять. Если не пытаются, то там уже другие органы воздействуют. Много разных способов. Вот, но это тяжело. Лично у вас как-то пытались помогать детям? У меня нет. А почему? Ну, потому что я как бы, пришел. Я сам спортом занимаюсь просто. Я пришел, как бы, я служил. У меня много знакомых было, с кем я служил. Раньше срочно служил. То есть у вас есть своя компания? Ну да, у меня есть свои люди. Но я как бы никогда не обращался, я просто пришел спокойно. Как бы, Потому что у тех людей есть понимание, что у вас есть такая компания, и этого достаточно. Потому что я местный. Хватает вообще. Потому что я местный. И они, на местных смыслах трогать их нет. Потому что местные почти наверняка имеют свою защиту. Да. То есть это, получается, обрушивается на тех, кто сюда приходит, как-то вот переводится. Да. Нет, не переводится. Кто скидывает центр откуда-то, с запада, да. Я вот имел в виду, да. Были ситуации, когда, вот, допустим, какой-то боец таким вот, допустим, вот в вашем подразделении, да, какому-то бойцу предъявлялось. Было, да. И было то, что, как бы все стоят на построении, да, все разошлись, там подходит, говорит, иди, там, делай, типа, за меня работу, говорю, подхожу, слышишь, ты что, говорю, ты не перепутал ли, солдат? Ты кто, говорю? Ты такой же солдат, не такой же, срочной службы, такой же призыв, такой же солдат. Вы ничем не отличаетесь, у вас его обоих новые обязанности. И почему ты можешь его заставлять делать свою работу, ты это делать не будешь. Задача поставлена кому тебе. Иди выполняй. Все. И что он мог? И он просто, от него отставал, от моего военнослужащего, и все. То есть вы своих бойцов защищаете? Да, потому что если у меня что-то произойдет в подразделении, даже сломается, например, за это не буду нести ответственность я, а не они. А почему другие сержанты, судя по тому, что это вещь процветает, другие сержанты так, по-видимому, не делают? Есть, которые делают, есть, которые не делают. А почему вот те, которые не делают? Это меня волнует. Пофигу им без разницы. Есть. То есть лишь бы была какая-то работа выполнена, а как там, кто там. Как делают, да, там все. Лишь бы что там сделали, без разницы. Лишат меня премии, допустим, лишат, и что, на следующем месяце вернут обратно. Все. И вот опять-таки, как я понимаю, то есть солдаты вымогают какую-то часть из этих 2000, да? Или все 2000? Они себе там пачку сигарет, им отдают пачку сигарет, остальные в себя. Например, мне это было, я сам лишним глазами видел сегодня. А с контрактников, допустим, контрактник получает, допустим, 30 тысяч, да, вот так в среднем, да, вот то, что я от вас услышал. И вот как они говорят, вот ты нам будешь сколько-то процентов там отчислять или как? Нет, контракт, там дело по-другому. Тебе говорят, ты военнослужащий контрактной службы, да, ты военнослужащий подразделения, да. Собираем сегодня, примерно, на краску, да. Все, ты там сдал по пятихатке на краску. Потом через неделю опять собираем что-нибудь. И вот так вот. Ты вот так вот, такими способами. Про предлогом. Да.
Ну как вот на ваш взгляд, может быть такая вероятность, что может быть с офицеров кто там покровительствует, там какой-то там процент даже имеется? Ну, могут, да, может быть офицер. Ну, как это, допустим, вот старшина, да, к примеру, да, или сержант какой-нибудь, то собирается, а где командир роты находится. Командир роты это тоже знает. Командир подразделения все равно это тоже знает все. Просто, ну, это не афиширует, как бы, и все. То есть Без командования подразделения этого всего не произойдет. Могу вам сразу сказать. Все равно офицеры роты это знают, по-любому. Ну, то есть они знают, понятно, может это такой быть, что они какой-то еще процент имеют вот с этих Ну, помоганий. конечно имеют. Куда они знают про это, да. Чтобы это дальше промышлять, ну, надо же как-то всем выживать правильно, ну, по их мнению. То есть, почему ты себе имеешь деньги, там, какой-то прапорщик, такой там старшина, да, а я капитан себе не могу достать, а я хотя, ну, твой начальник, да, к примеру, давай мне тоже. То есть получается, что с одной стороны, если у меня картина правильно складывается, вот эти этнические банды, они могут на офицеров физическую силу, Да. ну, на каких-то, на младших офицеров. Да. Но если офицер занимает какую-то нужную им должность, они с ним могут договориться, Да. чтобы он закрывал на что-то глаза, Да. и они свои вот эти безобразия продолжали. И по сути защиты, я имею в виду не физическая, да, когда свою группу создать, а юридическая, ее нет ни у рядовых, ни у контрактников, там, сержантов, ни даже у офицеров, по большому счету нет. Да. И даже если офицер занимает какую-то более-менее такую должность, у него такой выбор, что либо ты будешь с нами, и мы тебя будем там откидывать, либо ты там против нас, и тогда ты рискуешь страдать физически. Да. Ну, говорю, все зависит от части. Все зависит От размера части. Да, от размера части, такого командования, там все зависит от части. Не во всех так в частях. То есть чем часть крупнее, тем больше вероятность беспредела. Да, все верно. Такая закономерность. Потому что, ну, чем больше народу, тем хуже им управлять и тяжело. Но вот вы, когда вы в эту систему пришли после срочной службы, вы это уже все знали, вы к этому были подготовлены? Ну, я наполовину знал, да, наполовину знал. То есть не настолько Да. глубоко, может быть, да? Я пришел, что будет, то будет. Все. А почему вы решили все-таки, вот, ну, вот, даже не знаю, там частично только, почему вы решили идти служить, ну, в армию? Почему такой выбор? Ну, во-первых, зачем, от чего бояться? Бояться волков в лес не ходить, как говорится, это раз. Во-вторых, в наше время сейчас военный билет везде нужен, на работу не берут, это два. И в-третьих, ну, попробовать пройти для себя вот что-то и чего-то добиться. Все. Ну, то есть, а вот, ну, сама военная служба вас привлекает, что именно как вид деятельности? Ну да. А вот что вас привлекает именно в военной службе, если вот, ну, вот не брать эту темную сторону, вот в виде какого-то идеала, как вы представляете? Ну, всего я рассказывать не могу, потому что я в таком подразделении служу, что, ну... Ну, я саму идею, да, без подробностей. Ну, как бы, ну, нравится мне служить, защищать Родину, там, заниматься своими делами, действиями по должности, ну, в таком. То есть, реально достойная работа, она Ну, вас да. привлекает. Да. Ну, может быть, какие-то вот еще такие прямые эпизоды расскажете, наиболее вам ярко запомнившиеся из этих вымогательств? Да, в принципе, такого тогда ничего нету. Ну, говорю, все зависит от части, все зависит. Все вот. Ну, какой-то случай, яркий эпизод, там, чтобы прямо вот так вот, чтобы он прям прозвучал, там, не знаю. Может быть, то, что не обязательно, то, что вы видели, то, что, допустим, вы обсуждали с кем-то. Вот про офицера, вот, то, что его сгоняли на туалет, это я знаю. Это же прямо в вашей части было. Да. Потом то, что дагестанцы, ну, мусульмане забирали у военнослужащих срочной службы на чутки деньги, это при мне было на моих глазах. То, что старшина, там, прапорщик бухой гонял всех. Это тоже я знаю, то, что тумбочки летали. Старшина или прапорщик? Это, ну, прапорщик звания должен старшина. Ага, как интересно, да? И он тоже как контрактник. Он контрактник, да, то, что там, ну, беспредел устраивал. А как, в чем тут беспредел оказался? Ну, интересно, видно, на службу, во-первых, приходил. Там бойцов, ну, как бы, бил, там, например, стоишь, вот стоит военнослужащий, он там еще понимает, понятно, что ноги его затекают, он то в грудину может ударить, то в живот, там, еще куда-нибудь. И это нормально? Нормально, да. Ничего не было Нет, никак. нет. То бывает, часто, то душки летают.
Душки это открывать такие железные штуки, то ими бывает, тумбочки летают, но могут и голову сломать, то еще что-нибудь, ну, вот нападают и голову. Слушайте, вот много как бы вот, зная там о ситуации с Шамсуддиновым, да, ну, невольный вопрос возникает, вот, ну, у вас же там все-таки армия, то есть там, ну, у людей какое-то оружие, доступ к оружию есть, Да. То есть есть ли какой-то риск реальный, что кто-то либо там напьется, вот как этот стартунов-прапорщик, да, либо наоборот, там, будучи угнетенным, пытаясь защитить себя, как Шамсуддинов, то есть кто-то что-то оружие возьмет и начнет, вот, есть вероятность такой ситуации? Ну, может быть, да, потому что и были моменты, то, что хлорку ели военнослужащие, хлорку, таблетки хлорки, берешь и глотаешь, чтобы была язва. Вот, пытались скосить, вешались, и стрелялись. Много моментов было. Вот это мы сейчас говорим о срочниках или контрактах? О срочниках. О срочниках говорим. То есть там вот люди себе причиняют какой-то физический вред только для того, чтобы... Пытаются подурки скосить, там еще что-либо. Напомню, честная служба сколько идет? Год? Год, да. Ну, то есть даже вот этот год настолько страшен, что человек добровольно либо пьет хлорку, либо идет вешаться, то есть он не может одного года пережить. Ну да. Ну, сломать по-разному могут. Сушилки могут отжиматься в противогазах. А почему сушилки? Ну, потому что в сушилке температура как минимум 70 градусов, 60-70, ну, где-то вот в этом пределе, 40, там, 50, ну, предел, я вам говорю, там очень жарко. Это маленькое помещение, примерно как, ну, вот, если вот два вот таких помещения взять, то вот такое примерно помещение, ну, вот, по длине. Ну, вот в таком помещении, навешаны бушлаты, там ботинки стоят, берцы, там, обувь, и вонище стоит, ну, и жара там. Невыносимо, что одеваешь противогаз, одеваешь, на тебя еще одевают бушлат, либо УЗК, и пошел отжиматься. То есть физические вот эти. Да, пытаются физически с какой целью, например? Сломать. Просто психологически сломать, и потом человеку нужно что хочет да, делать. Да. И деньги вымогать там в том числе, и заставлять работать за себя. И... Соответственно, возвращаясь к вопросу вот, к оружию, то есть как там вообще организован доступ к оружию вообще, то есть его солдаты вот каждый день там у них вот боевое оружие в руках и по сути каждый день, да. Каждый день в руках солдаты вот держат боевое оружие. Ну как бы не каждый, смотря как. Ну вот военнослужащие выступают в наряд, да, ну они заходят в оружейку, получают оружие, там штык-ножи, там еще что-либо. Офицеры каждый день у них оружие, каждый божий день. С патронами, да. Боевое, все там. Да, у офицеров, да, у офицеров-прапорщиков, да. Контрактники, там, ну, срочники, у них там, ну, штык-ножи. Выезжают они на полигон часто, там, могут там в части, там, ну, там, какие-то моменты быть, то, что они там могут бегать тоже с автоматами. А вот то, что вы описываете, вот, пьяный, который старшина, прапорщик, у него было там какое-то оружие? Нет, у него не было оружия. То есть он буянил без оружия? Да. Ну, это так совпало, что у него не было оружия, или просто вот ему не доверяют? Ну нет, просто совпало так. Просто что он был, ну, был Новый год тогда. А он прилетел бухой в часть. То есть он только из гражданки и там не получил. Ну, в принципе, могло быть то же самое, но с оружием. Ну, то есть буквально там на одном, ну, буквально, может, да, на грани вот, возможного происшествия. И эта ситуация, она как не беспокоит команду, потому что вот такое количество людей там. Нет. Ситуация крайнего психического напряжения, там, с оружием в руках. Нет. Слушайте, ну вот как вы оцениваете в таком случае, опять-таки, вопрос, ну, боеготовность такой армии? То есть, действительно, может ли вот боец, сломленный психологически боец, который не в состоянии сам себя защитить, да, от своих как бы сослуживцев, как он тогда сможет страну защищать? Ну, как бы военнослужащие срочной службы не смогут защищать страну. Не смогут. Это ведь полностью деморализованная армия, разве не так? Ну да. Ну, Саша, я даже не знаю, как комментировать на самом деле. Что-то хотите еще добавить от себя? Да нет, в принципе, нет, все. Ничего не упустили. Да. Вот. А вот случай, вот мне вот ваши товарищи рассказывают, да, там, ну, прапорщика там в бочке держали, там, какого-то там, не слышали? Нет. Такого, да? Ужас рассказывают. Там, это правда, не знаю, что-то в 12-м было, в 14-м, не помню. Ясно. Ну ладно, тогда, в принципе, ну, спасибо за общение. Спасибо, что не побоялись прийти к мне, да, что варианте. И вот, телефон мой у вас нет.